Ребят, всем привет! Добро пожаловать на 17-й выпуск подкаста Russian Progress. В этом выпуске я расскажу вам о выражении «иметь в виду». И те, кто слушает более сложные выпуски подкаста, возможно, вы такие задумались, а что вообще такого сложного в этом выражении, почему ты решил о нем рассказать? Ну, на самом деле, довольно часто, я думаю, тем, кто учит иностранный язык, и вообще даже в родном языке приходится сталкиваться с ситуацией, когда тебя не понимают люди. То есть ты что-то говоришь, и человек такой, и тут ты ему должен объяснить, уточнить. И как раз-таки для этого используется вот эта фраза «иметь в виду». Например, человек спрашивает, как ты изучаешь русский язык? И ты отвечаешь, я изучаю русский язык у себя. И это звучит не совсем, в общем, правильно в русском языке, не совсем понятно. И человек спрашивает, то есть, или, можно сказать, в смысле, что ты имеешь в виду? И ты отвечаешь, ты начинаешь с этой фразы. Я имею в виду, ну и говоришь что-то другое, то есть уточняешь. Я имею в виду, я изучаю русский самостоятельно. Или я имею в виду, я изучаю русский без курсов, да, без учителя. Вот. И, собственно, вот для этого нужна эта фраза. Второй пример — это у тебя спрашивают, какие книги ты читаешь? И ты такой, какой-то слишком общий вопрос, не знаешь, как ответить, думаешь. И тут человек, не дожидаясь твоего ответа, говорит, я имею в виду, какой у тебя любимый жанр книг? Вот, то есть это для того, чтобы уточнить, или для того, чтобы объяснить человеку, если он сразу не понял то, что вы сказали. В чем вообще проблема? На самом деле ничего сложного нет, но проблема у тех, у кого в родном их языке говорится не так. То есть они не используют, как в английском, например, I mean, или как во французском j'entends. Они, и я в частности сейчас говорю о носителях испанского и итальянского языков, они говорят «говорю». То есть в нашем первом примере, как ты изучаешь русский, я изучаю русский у себя, что ты хочешь сказать? Я говорю, я изучаю русский самостоятельно. Вот, если вы так будете говорить, то это будет немножко грубовато звучать. То есть мы используем глагол, то есть фразу «иметь в виду», «я имею в виду». Но в испанском, в итальянском языке, то есть digo и потом объяснять что-то, или dico и объяснять что-то, это нормально, это то же самое, что иметь в виду. Но в русском это звучит немножечко грубо и вообще, в принципе, непонятно, да? Поэтому, собственно, для вас, носителей испанского и итальянского, я думаю, в других языках тоже может быть по-другому, не как в английском и французском и в русском. Я решил обратить внимание вот на эту, с первого взгляда, простую фразу. Собственно, вот, и да, я совершенно забыл сказать в начале, что к этому выпуску есть полная транскрипция на сайте, так что если вы хотите перевести все слова, которые вы, в общем, не знаете, если вы хотите прочитать то, что я сказал, вы можете зайти на сайт russianprogress.com и там воспользоваться транскрипцией. Вот, сейчас я работаю над тем, чтобы добавить транскрипцию ко всем подкастам, даже если вы их слушали, повторять всегда очень полезно. Ну и да, еще одна вещь, это то, что к этому выпуску также публикуется видео. Оно публикуется на Патреоне. Patreon, для тех, кто не знает, это сайт, где можно поддержать проект. Я очень рад, что к настоящему моменту там сейчас уже 20 человек. Потихонечку количество людей растет. Так что если хотите поддержать, заходите на Patreon, и у вас бонусом будут видео к подкасту, плюс еще различные посты. На этом, я думаю, все. Спасибо, что смотрели, то есть слушали, и тем, кто на Патреоне смотрели. И услышимся в следующих выпусках подкаста. Всем пока. Ребят, только я закончил записывать этот выпуск подкаста, как я получил сообщение от своего друга, который спросил у меня, чем занимаешься сейчас? Я имею в виду про языки. Вот. И самое забавное, что он написал в виду слитно.
Вот. И это вообще распространенная ошибка у носителей русского языка, потому что у нас есть еще такой оборот, как ввиду того, что означает по причине того, что, из-за того, что и так далее. Поэтому часто путают, как слитно или раздельно пишется. Иметь в виду это раздельно пишется, и ввиду того, что слитно. Вот. И еще одна вещь, которую я забыл сказать, это то, что иметь в виду, это еще означает учитывать, что-то учитывать. Например, мне говорят в комментариях к видео, да, что, чувак, ты очень много говоришь слово «вот» и очень много говоришь слово «то есть». Я такой, ну окей, ладно, буду иметь в виду. То есть буду обращать на это внимание, буду себя как-то контролировать, чтобы меньше использовать эти слова-паразиты. Так что на этом все. Спасибо, что слушали, и услышимся. Пока.